Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы посмотрим на современную классику, она же по совместительству новинка от G&G под кодовым названием PCC-45. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Да, те, кто в теме, наверное, сразу же поняли, что этот аппарат очень сильно напоминает пистолет-пулемет ХК UMP-45. Не знаете, что такое UMP-45? Сейчас разберемся. В начале 90-х на волне успеха МП5 компания Heckler Koch решила срубить дополнительных денег и разработала новый пистолет-пулемет. По сути, это был тот же МП5, работающий по схеме с закрытым затвором, но в полностью полимерном корпусе и под патроны с повышенным останавливающим, но небольшим проникающим действием. 45 ACP и 40 Smith & Wesson. Предназначался он в первую очередь для вкусного американского рынка и сил охраны правопорядка. Но массового распространения UMP-45 не получил, в первую очередь из-за того же успешного и уже привычного многим МП5, менять который не особо захотели. А тем более еще и менять патрон. Поэтому UMP-45 в США был принят на вооружение пограничной службой и некоторыми подразделениями СВАТ и службой охраны Пентагона. Хотя в единственной реальной атаке на Пентагон UMP не особо помог, потому что останавливать самолеты UMP жизнь не готовила. Потом UMP осел в разных полицейских подразделениях по всему миру. Не особо массово, но все же. И как это в итоге часто бывает с такими узкоспециализированными пушками, в видеоиграх он встречается намного чаще, чем в реальном мире. В страйкбольном исполнении UMP-45 делали разные производители, в том числе G&G. Но тут все как в реальной жизни, он не выдержал конкуренции с MP5, который сильно известнее, и он даже многим годится по моделированию. В итоге удел UMP-45 это редкие коллекционеры и любители необычного страйкбольного оружия. И вот шел суровый 2021 год. Дизайнеры G&G решили освежить классику и выкатили современное видение UMP-45 под именем PCC-45, которое, собственно, сейчас и держу в руках. Итак, давайте посмотрим подробнее. Пламегасителя тут нет. Вместо него есть гайка, закрывающая резьбу М14 левая, на которую можно поставить любое нужное вам дульное устройство, в том числе трассерную насадку. Цевье алюминиевое с длинной резпланкой в верхней части и интерфейсом M-Lock по бокам и снизу. Кстати, цевье достаточно удобной формы, чтобы держать его без дополнительной рукоятки, но если надо, вы, конечно, можете поставить сюда любую нужную вам рукоятку. Обратите внимание на этот вырез внизу цевья. Если потянуть пальцем и подать к ресиверу эту лапку, то вы освобождаете фиксатор цевья. И подав цевье вперед, можете его снять. Стоит заметить, что в креплениях цевье сидит очень плотно, сдвигается плавно и не болтается. Внутри цевья, как вы уже, наверное, догадались, находится отсек для аккумулятора, куда без проблем помещается батарея формата 11,1 вольт 1100 махов. Вообще, такая реализация крепления цевья и отсека для аккумулятора мне очень понравилась. Пожалуй, это самый удачный вариант размещения аккумулятора в цевье на моей памяти. Ресивер, как и положено, выполнен из нейлона и, как у арок, делится на верхний и нижний. Стенки ресивера, так сказать, двуслойные и выполнены в виде каркаса. С одной стороны они достаточно толстые, чтобы не гулять, а с другой стороны в них нет лишнего веса. На верхнем ресивере есть резпланка во всю длину для установки прицела. Сюда вы можете поставить коллиматор или другой удобный вам прицел. Под ней находится двусторонняя рукоятка заряжания, оттянув которую вы получаете доступ к регулировке хоп-апа. Для удобства регулировки шторка встает на задержку. Клавиша сброса шторки с задержки продублирована и с левой, и с правой стороны. Пистолетная рукоятка больше не является частью нижнего ресивера, как это было у UMP-45. Теперь она такая же, как на страйкбольных арках. И если она вам по каким-то причинам вдруг не нравится, можно поменять ее на любую другую. Флажок переводчика огня, кстати, не такой же, как у MP5, а такой, как на приводах М-серии, причем двусторонний. И это, кстати, большой плюс. Те, кто пользовались MP5 или оригинальным UMP-45, знают, что огромный флажок переводчика в положении очередь может очень неприятно впиваться в руку. Спусковой крючок прямой, спортивного типа. Клавиша отмыкания магазина реализована так же, как у MP5 или АК. Шахта магазина в нижней части имеет расширение, что помогает проще и быстрее примыкать магазин. У основания приклада имеется крупная антапка для ремня. Сам приклад такой же, как на классическом UMP, пластиковый, рамочный, складывается вправо фиксированной длины. Лично мне, при моем росте 1,79 м, длина этого приклада кажется избыточной, и пользоваться таким приводом в CQB мне было бы неудобно. Но если вы сильно выше, то вам должно зайти.
А я бы поменял этот приклад на что-нибудь другое. Если снять узел крепления приклада, то под ним находится плата электронного управления, скукоженная в небольшом пространстве с кучей проводов. G&G, почему у вас всегда какие-то проблемы с размещением этой платы? То запихаете ее в трубу приклада, забрав ценное место у аккумулятора, то скукожите с пучком проводов. Ну да ладно, с другой стороны, в данном случае лезть туда часто смысла нет. Магазины, как вы понимаете, тут свои уникальные. Емкость 110 шариков, стоит 2300 рублей за штуку. Немало, но в магазине Airsoft Store они все-таки продаются. Магазины красивые, внутри видна имитация патронов. Есть пластиковый досылатель последнего шара. Кстати, из-за него рекомендую очень аккуратно примыкать пустой магазин. Если вы забудете утопить досылатель в шахту и начнете с силой примыкать магазин, то можете его сломать. Подсумки под эти магазины вам придется поискать, потому как в подсумки от МП5 они не входят. Возможно, они влезут в подсумки от П90, но у меня их нет и проверить я это не могу. Но если вы решили стать владельцем редкого привода, то такие мелочи останавливать вас не должны. А теперь покопаемся во внутрянке этого привода. Стенки гирбокса, как обычно, делают вид, что они стандартного второго типа. Но это G&G, и есть вероятность, что если вы захотите поставить сюда какую-нибудь суперстандартную фрезу, то потребуется напильник. Хотя, о чем это я говорю, сейчас каждый второй производитель делает все под себя. И в 2021 году говорить о чем-то суперстандартном не приходится. Ну, разве что ЦИМА, хотя и ЦИМА грешна. Отдавая дань современности, на стенках есть усиление в передней части и вырез для быстрого извлечения направляющей пружины. Шестерни установлены на 7-мм подшипники. Сама контактная группа здесь своя уникальная с микриком, но если надо, в посадочное место встает стандартная контактная группа. В районе моторной шестерни есть пластиковая защита проводки, чтобы ее не повредило мотором. Контакты для аккумулятора выведены назад и через клеммы соединяются с той частью проводки, где коннектор. Тапет пластиковый, измененный, с вырезами под усиление в гирбоксе. Пружина тапета очень сильная, соответственно проблем с подачей шаров быть не должно. Мотор G&G Ifrit 25000 с очень мощными магнитами. Да, это тот самый, что способен притянуть с орбиты спутник, но это не точно. Шестерни стальные со стандартным передаточным числом 18 к 1, но на секторной шестерне вместе зацепления с поршнем всего 13 зубов, а не 15, как обычно. А это значит, что поршень тут с укороченным ходом. Антиреверс обычный стальной. Поршень пластиковый с одним стальным зубом и укороченной гребенкой на 13 зубов. За счет короткого хода поршня выхлоп немного меньше, но скорострельность выше. Голова поршня пластиковая, вентилируемая с одним о-рингом. Цилиндр алюминиевый, анодированный с отверстием на 2/3 для ограничения объема воздуха под объем стволика. Компрессия в узле ЦПГ в образце, что попал ко мне в руки, не супер. Если сравнивать с SSG-1 для спецсофта от тех же G&G, это небо и земля. Также небольшая потеря компрессии есть в связке Nozzle Hop-Up из-за неплотного запирания. Чтобы это поправить, нужно или чуточку длиннее нозл, или тоньше переднюю стенку гира или тапета. Ну, вы знаете. Камера хопа пластиковая, роторная. Колесо с трещоткой и точным позиционированием регулировки. Просто хорошая базовая камера хоп-апа. Резинка хопа с двойной давилкой, типа резинок А+. Должна хорошо закручивать шары, можно не менять. Стволик латунный, окошко для резинки хопа достаточно узкое. Пружина обычная, равномерной навивки. Направляющая быстросъемная с подшипником и алюминиевым штоком. У G&G, конечно, получился не самый мейнстримовый продукт, хотя самое нестандартное, что здесь есть, это магазины. Из реальных минусов можно отметить, наверное, только цену и необходимость поиска подсумков. Плюсы — это хорошая подача шаров. Если вы хотите еще каких-нибудь минусов лично от меня, то лично мне тут не нравится приклад и вот эти вот вырезы в верхнем ресивере в виде M-Lock. В остальном это полностью готовый к игре привод. При этом в случае необходимости полностью тюнингопригодный. Базовая внутрянка очень неплохая, мотор просто шикарный, стенки гирбокса крепкие. Внешняя эргономика отвечает современным требованиям, то есть вы можете ставить спокойно на него нужный вам обвес, рукоятки, прицелы и так далее. Респланки и M-Lock для всего этого есть в базе. Что вам понравилось и не понравилось, можете написать в комментариях. Этот привод можно купить в магазине Airsoft Store. Ссылку я оставил в описании. А у меня на этом все. С вами был Евгеньевич. До скорого!